Вы на канале Вари Рассол. Шутка. Привет, вы на канале Вари Рассол. Сегодня я вам покажу, как сплести рисунок на сумочке из бусин в технике крестик на одной игле. Мне захотелось сплести мишку. Я прозвала его Тедди. И вообще эта сумочка получилась необычной формы и стала рекордсменкой по количеству затратных бусин. О том, как я ее плела, смотрите дальше. В этот раз я решила придать сумочке более конкретную форму. Для этого мне нужно было сделать картонную коробочку, а затем сшить на нее 2 чехла из атласной ткани. Этот шаг не обязательный, поэтому долго на нем останавливаться не стану. Да и это не единственный способ уплотнить стенки будущей сумочки. И в этом варианте во время процесса возникли свои но об этом чуть позже. Вклеиваю сначала внутреннюю атласную часть, затем внешнюю. Подгибаю края ткани вовнутрь и приклеиваю горячим пистолетом. Ну и неопрятное место стыков спрячем за красивой лентой. Посмотрите, уже на этом этапе получается крутезный органайзер для тетрадей и блокнотов. Ну а для самой сумочки нам понадобится бусины 8 мм. В жемчужном цвете их я буду использовать как основной цвет. 66 бусин коричневого цвета, 14 штучек белого и 3 бусины черного цвета. Леска 0,45 мм, иголка и ножницы. Продеваю леску в иголку и отмеряю по всей длине руки. Набираю одну бусину и захожу в нее снизу. Обхватываю ее так леской 2-3 раза. Набираю еще 3 бусины и завожу в первую снизу. Первый крестик готов. Для следующего крестика снова набираю 3 бусины и продолжаем плести ряд, состоящий из 19 крестиков. Это уже 3-е видео на моем канале, посвященное сумочкам из бусин. В первом я подробно рассказывала и показывала по схемах сам принцип плетения. А во втором мы учились плести 3D-ручки змейки для жемчужных сумочек. Все ссылочки оставлю под этим видео в инфобоксе. А сегодня будем плести сумку с рисунком мишки Тедди. Но это я его так прозвала. И вот мы сплели 19 крестиков. Они отлично ложатся на нашу основу. У вас может быть немножко больше или меньше. Сильно роли не играет. И переходим на второй ряд. Делаем крестик из 3 бусин, и все следующие нуждаются в доборе всего лишь 2 бусин. В этой технике плетения на одной игле принцип заключается в том, что мы постоянно ходим по кругу, формируя крестики, состоящие из 4 стенок. Смотрим, сколько стенок не хватает крестику, столько бусин и нужно набирать. Ну и я все-таки надеюсь, что это видео вы будете смотреть уже после просмотра первого вводного мастер-класса, и все будет предельно ясно и легко. Для того, чтобы закрепить леску, мы плотно подтягиваем крестики и уводим леску в сторону. Хаотично ходим по бусинам. Смотрим, с какой стороны первое закрепление. Если нужно, переворачиваем и, как в начале, обхватываем бусину 3-4 раза. Заходим еще в 1-2 бусины и обрезаем край лески. Со стороны предыдущих закреплений вводим иглу с новой длинной леской в одну из бусин. Снова обхватываем ее пару раз
и выводим иголкой в исходный крестик для продолжения плетения ряда. А хвостиком, который остался, пронизываем 2 бусины и также обрезаем. Продолжаем плетение. Когда основа будущей сумочки становится все длиннее и длиннее, мне удобнее держать ее, свернув рулетиком. Я проплела 26 крестиков. Все закрепления оставляла с одной стороны. Она и будет внутренней. Ну и вот, наконец, мы подобрались к самому интересному. Достаем все необходимые бусинки и рисуем или скриним схему нашего мишки. Плести его мы сможем как угодно, в центр сумочки или ближе к краю. Мне захотелось сместить его в левую сторону. Сплетенную основу из бусин располагаю вертикально и с левой стороны начинаю плести ряд вверх из этих же бусин молочного цвета, назовем их так. Проплетаю так 7 крестиков. И перехожу во второй ряд. Набираю 1 молочную и 2 коричневые. Формирую крестик. Спускаюсь вниз для формирования второго крестика. Набираю 1 коричневую и 1 белую. Не знаю, большое ли количество людей увидит то, что здесь другой оттенок белого, но мне так спокойнее. Вот мы сделали второй. Переходим на следующий крестик. Нанизываю 1 коричневую и 1 молочную. Дальше все оставшиеся 4 крестика второго ряда плетем из молочных бусин. Четвертый крестик нуждается только в 1 бусине. Оплетаем крестик по кругу и выходим в правую сторону, чтобы начать 3-й ряд. Сверяем по схеме. Вот мы спустились и вышли леской из этих 2 бусин. Набираю еще 2 молочного цвета. Ряд идет вверх, поэтому поднимаемся вверх для создания нового крестика. Следующие 3 крестика набираем по 2 коричневые бусины. Все как на схеме. Мы снова подобрались к ушку мишки. Набираем 1 коричневую и 1 беленькую. Теперь 2 белые. И заканчиваем 3-й ряд 1 коричневой и 1 молочного цвета. Вот что получается. Здесь большую роль играет наличие схемы. Желательно распечатать или нарисовать, чтобы вы могли прям прорисовывать все свои шаги карандашом. А чуть позже и одного взгляда на схему будет достаточно, чтобы понять, бусины какого цвета нужно набирать. А вот уже и первый глаз мишки. Набираем 1 коричневую и 1 черную бусины. Все остальные крестики этого ряда плетем коричневыми.
Таким образом можно создавать самые необыкновенные узоры и рисунки и переносить их на ваши изделия из бусин или бисера. Экспериментировать с разным объемом бусин, цветами, или же основу сумочки сплести жемчужными, а сам рисунок матовыми бусинами. Ну, в общем, есть где творчеству разгуляться. Единственное, мне бы хотелось мой коричневый чуть более темного оттенка для контрастности, но и здесь важно не переборщить, потому что слишком темный будет сливаться с черными глазками и носиком. Учитывайте это при выборе ваших бусин. Продолжаем плетение по схеме. Крайние бусинки. И вот мишка Тедди уже красуется на нашем жемчужном полотне. Общее количество крестиков у меня получилось 36. Примеряю на картонную основу и начинаю сплетать боковые стенки сумочки. Подробнее, как это сделать, можно посмотреть в видео по ссылочке. На этапе, когда у меня практически закончились бусины, и я взяла вторую пачку бусин 500 грамм, я подзадумалась, что она получается не такой-то уж и маленькой. Доплела боковые стеночки, примерила на основу и кардинально поменяла ход своих мыслей. У нас, девочек, такое бывает. Передумала называется. Складываю боковые стеночки вовнутрь и визуально вырисовывается складочка. Прохожусь леской, соединяя по 2 бусины, которые расположились друг напротив друга. Все как на видео. Дальше плету 3D ручки, 3 на 19 крестиков, и 4-м рядом соединяю крестики так, чтобы формировалась змейка. Я уже снимала видео о плетении сумочек с 3D ручками. Кто не смотрел, переходите по ссылочке. Очень красивая, необыкновенная дизайнерская сумочка получилась по итогу. Да и не только сумочка. Это я о своем крутом органайзере, который отлично вписался в мой рабочий стол и даже сэкономил мне место. И вот так вот бывает. С одной идеи родились 2 прекрасные вещи, которыми я пользуюсь в удовольствие. А на этом тема мишек остается открытой. Ждите, ведь в одном из следующих видео мы снимем мастер-класс по созданию вот таких вот мишек из бусин. Скоро мы встретимся с вами еще, как обычно, на канале Мари Россо.